Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных сайта на платформе CS-Cart в OneBox. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы с сайта на платформе CS-Cart в другие системы. Например, в OneBox вести учет данных о новых заказах удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Cart. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Cart к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Cart, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора, покупатели, главный администратор, API-доступ. Сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем OneBox. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт OneBox к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать домен, логин и API-пароль. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет OneBox. Скопируйте ваше доменное имя в адресной строке без дополнительных символов. Укажите ваш логин, под которым вы авторизуетесь в OneBox. Для того, чтобы получить API-пароль, возвращаемся в сервис OneBox. Теперь необходимо добавить приложение API. Просто кликаем «Установить». Выбираем OneBox, в котором необходимо установить наше приложение. Проверяем установку приложения. Далее переходим в приложение «Пользователи и сотрудники». Здесь вам необходим пользователь, у которого есть права администратора. Если REST API пароль здесь не отображается, то вам необходимо указать пароль от этого пользователя и кликнуть «Сохранить». После этого REST API пароль появится в этом разделе. Скопируйте его и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку.
Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в OneBox. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!